Здравствуйте, друзья! Подписчики моего канала! В своих прошлых видео я много раз упоминала о лессирующей и кроющей краске, а также об ее колеровке. И у зрителей по этому поводу возник вопрос, на который я вам сейчас дам ответ. Во-первых, давайте разберемся, что такое кроющая и лессирующая краска и в чем их отличие. Все акриловые краски выпускаются в двух основных базах. В первой емкости находится кроющая база. Она часто имеет густоту деревенской сметаны. Во второй емкости находится прозрачная лессирующая база. Она имеет жидкую субстанцию, похожую на молочный кисель. Теперь я вам продемонстрирую на листе картона кроющую способность этих красок. Первой нанесем лессирующую краску. Как видите, сквозь нее просвечивает нижний цвет картона. Она применяется для колеровки темными цветами и не требует большого количества колера. Поэтому эта база хороша для лессировок. Далее нанесем кроющую краску. Она используется для колеровки светлыми оттенками, так как белила, присутствующие в ее составе, поглощают цвет колера. Ей невозможно делать лессировки. Если соединить эти две базы, то получится полукроющая краска. Ее кроющие свойства будут зависеть от того, в какой пропорции вы их смешаете. Лессирующие покрытия – это полупрозрачные или прозрачные краски, применяя которые вы не скрываете нижний цвет, а скорее изменяете его, получаете дополнительные богатые цветовые оттенки. Кроющие краски, нанесенные тонким слоем на какую-либо поверхность, делают ее совершенно невидимой. В этом и есть их отличие. Теперь я вам расскажу, как эти краски колируются. Мы подберем цвет керамической мозаики. Концентрированные колоранты приобретаются в салоне декоративных покрытий. Их можно хранить в маленьких бутылочках с пипетками или в пластиковых банках с плотно закрытыми крышками. И совет. При покупке колоранта просите менеджера не добавлять в колер белил, так как это приводит к удорожанию материала и к его разбелу. Вам будет достаточно белил, содержащихся в акриловых красках. Для начала возьмем 3 цвета колоранта – умбру, красно-коричневый и охру. Затем наливаем лессирующую краску в пластиковую банку. Далее с помощью мастихина добавляем немного кроющей краски. На следующем этапе все тщательно перемешиваем. С помощью пипетки берем концентрат умбры, капаем несколько капель в краску и начинаем смешивать. По ходу добавляем еще несколько капель, пока не получим нужный нам оттенок. Колорант можно брать и с помощью мастихина. Понемногу добавляем в краску охру, красно-коричневый концентрат и продолжаем хорошо все размешивать. Теперь сделаем выкрас на листе бумаги рядом с мозаикой и посмотрим получившийся цвет. Если мы не попали в него, то добавляем еще немного колоранта, а если получился темный оттенок, то можно разбелить его кроющей краской. Внимание! При колеровке следует учитывать, что высыхая акрил темнеет на 1 или 2 тона. Еще раз проверяем цвет на листе бумаги. Если он устраивает, то заканчиваем колеровку. Так были подобраны все цвета под керамическую мозаику, которые вы видите у себя на экране. Теперь самое главное. Краску необходимо закрыть крышкой и маркером написать все коды колорантов, которые были использованы. Если вам потребуется повторить цвет, то вы это сделаете с легкостью по своим записям. В итоге подготовленную краску мы можем использовать в своей работе. На этом мой мастер-класс подошел к концу.
Если у вас остались вопросы, то пишите их в комментариях. Желаю всем творческих успехов! Подписывайтесь на мой канал. Всего вам доброго! До новых встреч!